Приветствую вас, дорогие друзья, в программе «Окна» на YouTube и Рутуб платформах российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказ». С вами я, ее ведущий Фархат Ибрагимов. В нашей программе традиционно с нашими экспертами и гостями мы обсуждаем, дискуссируем и говорим о наиболее важных и заметных событиях, прошедших как у нас в стране, так и за ее пределами. Сегодня мы обширно поговорим о текущей международной повестке, поговорим о текущей ситуации на Ближнем Востоке, о постсоветском пространстве, о ситуации вокруг Ирана и Израиля. Конечно же, не обойдем стороной и европейскую политику, о Франции поговорим в частности, и всю вот эту геополитику и систему международных отношений на текущий момент, приуроченную к тому, что сейчас проходит на данный момент 79-я сессия Генассамблеи ООН, конечно же, имеет место быть, и, конечно, в этом отношении здесь все более чем даже актуально. И поговорим мы об этом с человеком, который профессионально разбирается в тонкостях геополитики и международных отношений. У нас сегодня в гостях в студии кандидат наук, профессор дипломатической академии МИД России, военный эксперт, политолог Александр Артамонов. Александр Георгиевич, я вас приветствую. Добрый день, Фархат. Спасибо, что нашли время с нами сегодня поговорить. И вот как раз сегодня мы обсудим довольно детально и текущую обстановку на Ближнем Востоке, о том, что происходит вокруг Израиля и Ливана, будет ли война или не будет. Очень многие эксперты гадают над этим. Что происходит на треке Южного Кавказа и вокруг российско-украинского кризиса, отношений России и Запада, Турция и много-много другое интересное. Итак, начинаем. Вы, как человек, который глубоко разбирается не просто в политологии, я бы сказал, в геополитике, и преподаете геополитику, как известно, вот как не с вами обсуждать сегодняшнюю на самом деле тему, потому что ведь ООН и все, что связано с этим, это не что иное как про геополитические турбуленции. Потому что в свое время, когда создавалась ООН, все таки думали, что наконец-то мир наступит, и не наступит, и больше не будет никакой либо другой мировой войны, Третьей мировой и все прочее. Но читая каждый день сообщения, поступающие на ленты информагентств, у меня складывается совсем противоположное, наверное, скажу, мнение на этот счет. И, к сожалению, ООН как будто бы не справляется с поставленными перед ней задачами в 1945 году. Хотя кто-то сказал о том, что ООН создан для того, чтобы наступил мир во всем мире, для того, чтобы просто мир не скатился в пучину войны. Хотя, опять-таки, я вам скажу, что в принципе здесь ситуация, она довольно-таки сложная. И мы видим с вами, что прибыл на Генассамблею ООН президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган, и президент Ирана Масуд Пезешкиян. Ну и надо сказать, что глава Киева Зеленский также там присутствует, который у нас считается с мая этого года нелегитимным президентом. То есть все это в совокупности, конечно же, добавляет довольно такой градус для обсуждения. Ну тут надо сказать, что вот в принципе, наблюдая всю вот эту историю, хочется, конечно же, задать вам уже сразу несколько вопросов, а я задаю как вам с одним вопросом столько всего, что, конечно же, чтобы не выглядело все такое с таким, достаточно так все очень скомканно, попытаюсь вот что, с чего начать сегодняшний наш разговор. Ну вот, собственно говоря, Лавров уже там находится и сделал ряд заявлений, например, по поводу того, что, например, Россию не победить на поле боя, чтобы там Запад не говорил. Запад в то же самое время как будто бы щупает почву и пытается узнать, а вот, можно ли вообще договориться с Россией. Нет, вот Макрон недавно выступал, говорил про то, что, в принципе, все-таки надо будет иметь в виду, что безопасность в Европе без России не обсудить. Что можно по этому поводу сказать, как бы вы это все прокомментировали? Вы знаете, Фархат, на самом деле, естественно, речь сейчас идет не только об Украине, прежде всего не об Украине, а вообще о том, каким образом будет выстраиваться весь геополитический ансамбль в мире после окончания текущего конфликта. И текущего конфликта между Россией и Украиной. И в данном случае я, конечно же, думаю о словах Блинкена, который заявил, что его мир, то есть западный мир, никак не может дать никакой трещины, потому что в противном случае усомнятся в том, что действительно западный мир обладает достаточной силой, чтобы удержать ситуацию под своим контролем и в каком-то канале. Исходя из этого, можно сказать только одно. Вот вы вспомнили про 1948 год, но дело в том, что, как говорят на Северном Кавказе, у нас трофей получает победитель. В том смысле слова, что тогда, в 1948 году, договаривались победители, несомненные победители во Второй мировой войне. Договаривались почему-то на американской площадке. Мы помним, что в Сан-Франциско началось обсуждение создания Организации Объединенных Наций. В результате зафиксировали штаб-квартиру в Нью-Йорке. Это дело уже сделанное. Но вот теперь
тогда, когда мы слышим Байдена, выступающего перед Организацией Объединенных Наций и говорящего о том, что украинский кризис можно преодолеть, если все страны ООН встанут на сторону Америки, нам становится ясно, что тут идет борьба за умы и за страны. То есть вот то самое перетягивание каната из одного лагеря в другой. И с этой точки зрения, конечно же, если Запад и идет, идя, кстати, за вашей мыслью, и идет на какие-то переговоры, думает о каких-то переговорах, зондирует почву, то исключительно из-за того, что давно обещанный план просроченного Зеленского, как мы теперь его называем, этот план оказался заведомо несостоятельным с учетом того, что говорят западные средства массовой информации. Потому что американские газеты, журналы, не только американские, публикуют информацию о том, что их совершенно не устраивает то, что Зеленский может предложить. А что может предложить Зеленский? Зеленский предлагает фактически продолжение конфликта. Зеленский в конце сентября обсудит с Байденом возможность нанесения ударов дальнобойными ракетами по России. И фактически Зеленский предлагает миру войну. А насколько это устраивает Запад? Запад в данный момент войны с Россией в принципе не желает. Запад желает победить Россию, совершенно разные вещи. Но сказать, что Запад желает продолжать конфликт лоб в лоб тогда, когда солдат крайне мало, у того же самого Зеленского, когда все его обещания оказались несостоятельными, потому что Крым по-прежнему является российским Крымом, слава богу, и никаких вопросов тут не встает по поводу того, каким образом будет выстраиваться мир, если наша армия будет продолжать идти в наступление, а она берет один пункт за другим. И вот Запад, в принципе, хочет просто передышки, перемирия, коль скоро Зеленский оказался несостоятельным. И возможно, что эта передышка будет заключаться не только в возобновлении украинской армии, в наращивании объемов финансирования и выпуске всего того, что необходимо для продолжения борьбы в дальнейшем Западу с Россией, но в том числе, может быть, и сменой караула, потому что, коль скоро Зеленский не продал себя, его могут попросить на выход, может быть, и физическим путем, то есть устранением, может быть, как-то иначе, я не знаю. А вместо него поставят, ну, допустим, Залужного, который сейчас проходит курсы молодого бойца Великобритании, учится вежливо себя вести, нормально говорить, наверное, английский язык тоже учит, повышает свои лингвистические, как говорится, компетенции. Да, квалификацию, вы правы. По этому поводу ситуация очень любопытная. Я еще отмечу, что самое любопытное, на мой взгляд, происходит на полях этого форума, потому что, с одной стороны, мы видим Ильхама Гейдаровича Алиева, который встречается с Николом Ваваевичем Пашиняном в Азербайджанском доме на территории Нью-Йорка, и, с другой стороны, мы видим и слышим заявление Пшизекиана, президента Ирана, которые, ну, я как минимум могу сказать, нас удивили, и они являются, на мой взгляд, прямым следствием той ситуации, оценки ситуации, как ее видит та или иная страна. Иран относительно того, что происходит между Украиной и Россией, Азербайджан в том числе относительно того, что там происходит, ну и другие страны, которые более или менее присоединяются к одному, к другому лагерю, лавируют между собой. И вот тут самое интересное, на мой взгляд. Ну вот как раз по поводу Ирана и вообще ситуации на Ближнем Востоке мы будем сегодня тоже довольно детально говорить. Как раз следующий вопрос у меня касается именно этого аспекта, поскольку ситуация последние несколько дней, недели очень серьезно так разгорается вокруг, значит, северных границ Израиля и южных, соответственно, Ливана. Уже многие эксперты гадают над тем, будет ли большая война, потому что, собственно говоря, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что будет осуществлена наземная операция. Ну как, он не объявил об этом, но все указано на то, что, скорее всего, так оно и будет. А Нетаньяху объясняет это тем, что нужно бороться с Хезболлой. Хотя я, конечно, здесь задаю довольно очень много неудобных, пожалуй, вопросов, потому что, в принципе, все отсылки к 7 октября прошлого года, к трагедии 7 октября, но, как известно, Хезболла никакого отношения к 7 октября, трагедии, значит, этой даты не имеет ровным счетом. Да, она политически поддерживала Хамас, она там какие-то лозунги выкрикивала. Знаете, многие, кто лозунги выкрикивает, теперь все против них, теперь операция объявлять. Поэтому как бы здесь ситуация довольно неприятная. И в этом отношении, конечно же, мир, собственно говоря, сейчас стоит на пороге такой, определенно, в таком ожидании, можно так сказать, если. С одной стороны, думаем, что война начнется или нет. Тут уже Эрдоган на трибуне Генассамблеи, он сделал очень резкие заявления. Он сказал, что вот альянс победителей 80 лет назад, как остановил Гитлера и уничтожил его, также сейчас мир должен уничтожить Нетаньяху, сравнил его с Гитлером. Резкие заявления турецкого президента.
с другой стороны Иран. Ожидаете ли вы крупномасштабной войны на Ближнем Востоке? Вы знаете, я бы сказал так, Фархад. Ну, мы с вами оба ведем происхождение с Кавказа, по этому поводу, конечно же, для меня этот вопрос не абстрактный, у меня там и родственников много живет. И я все-таки пытаюсь судить, я бы сказал, непредвзято, несмотря на то, что, конечно же, болею за дело мира, и как все мы, наверное, ну, тогда, когда еще есть близкие люди недалеко, то, конечно же, касается еще больше и сильнее. Беря все ваши вопросы, начиная с Реджепа Тайипа Эрдогана, ну, давайте вместе, так сказать, посмотрим на ситуацию. С одной стороны, он ведет переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным и является бенефициаром голубого потока, диспетчеризация идет через Турцию. Я имею в виду энергоносители, которые мы поставляем через Турцию. Турция в данном случае выступает серьезным нашим партнером. А с другой стороны, он, конечно же, является ближайшим партнером и соратником Ильхама Гейдаровича Алиева, потому что просто это государственная политика двух государств, региональных держав, я бы сказал, Турции и Азербайджана. У Азербайджана, конечно, очень сильная региональная армия после 3 карабахских войн, и в любом случае идет обновление систем вооружений за счет Турции во многом. Турция, опять-таки, очень сильный оружейник. Сейчас она производит и корабли, и стрелковое оружие, и системы РСЗО, мы знаем, и ПВО, и разрабатывает истребитель Каан 5-го поколения. И хочет вернуться программа F-35, в том числе. У нее великолепные фирмы, такие как тот же самый Рокетсан, если брать, и Байкар, и многие другие военные корпорации. Поэтому здесь идет свое сотрудничество. Но тогда, когда Реджеп начинает делать заявление относительно Израиля, мне очень интересно, но вот он делал заявление насчет палестинского народа, который страдает, мучается и постепенно оказывается в секторе, в южной части сектора Газа, где, собственно, мы все наблюдаем, как оно происходило. Но параллельно у Израиля, прошу прощения, у Турции 34 десантных корабля. И однако почему-то ни один из этих кораблей не идет к побережью Палестины, чтобы взять какую-то часть этих палестинцев на борт и не привезти их в Турцию. Потом Израиль является все-таки близким, я бы сказал, партнером, страной очень рукопожатной для Азербайджана, потому что Израиль с Азербайджаном имеет свои отношения, в том числе сотрудничество, и, я бы сказал, неплохие отношения в области военно-промышленного комплекса, мы все об этом знаем, тоже что-то такое не складывается. Поэтому я склонен считать, что заявление господина Эрдогана – это скорее сотрясение воздуха, и он просто хочет быть любезным своему электорату, турецкому внутреннему электорату, который горячо относится к судьбе палестинского народа. А в том, что касается Ирана и Хизбаллы, давайте подумаем опять-таки, почему-то Израиль счел возможным фактически приблизиться к началу военной операции против Ливана. Мы уже в этом не сомневаемся, но это возможно, на мой взгляд, только в том случае, если Израиль убежден, что не будет как раз атаки со стороны Ирана. И некоторые заявления господина Пшезакиана меня заставляют думать о возможности каких-то договоренностей, которые существуют между странами. А какие заявления Пезешкиана вам показались, ну, скажем так, довольно неоднозначными? Вы знаете, мы знаем, что сейчас есть некое охлаждение отношений между Россией и Ираном. Я по поводу той ноты, которую Иран, собственно, передал России. Из-за Зангезурского коридора вы имеете? Да, из-за Зангезура. И я понимаю, какие там ставки. Ставки там крайне серьезные, потому что, опять-таки, надо относиться, как, знаете, в аптеке очень аккуратно и взвешивать четко каждый грамм, потому что иначе можно увлечься своей собственной логикой, поэтому просто посмотрим. Потому что Иран важнейший наш партнер в регионе, как бы не было. Для нас Иран важнейший партнер. Но Иран важнейший партнер Армении, той традиционной, которая, возможно, уже не нужна Николу Ваваевичу Пашиняну, который меняет как-то свою собственную тактику. И отметим, что делает это в то самое время, когда Ильхам Гейдарович произносит в Милли Меджлисе свои речи. В частности, он заявляет, что те, кто милитаризирует Армению, будут нести ответственность за то, что будет происходить дальше. Это очень серьезное заявление. Вопрос заключался просто в том, как писала пресса азербайджанская, что Армения все еще, ну, часть политической элиты Армении, так будем говорить, она все еще болеет идеей некого реваншизма. Конечно, я знаю. У них есть определенный такой комплекс, да, который, собственно говоря, не дает им покоя, и они таким образом хотят ответить Азербайджану в будущем. И чтобы вновь не возникла горячая война, чтобы наконец наступил тот долгожданный мир, о котором в России подчеркивали не раз, на Южном Кавказе должен все-таки быть мир,
Вот Азербайджан как бы упреждает заранее Армению, что будьте любезны, исполняйте пункты договора, под которым вы сами же и подписались. Московская декларация. Московская декларация, совершенно верно. И, соответственно, будет вам мир, спокойствие. И самое главное то, что вся эта история, как мне видится со стороны, как очень многие эксперты к этому тоже склонны, на самом деле она работает в пользу Армении. Потому что наконец-то она получит то самое развитие экономического характера, о котором долгое время говорили. Фархад, все правильно, но тут есть моменты, логика да. несколько, я бы сказал, сложнее. Опять-таки, если вы заметили, я не занимаюсь тем, что осуждаю Азербайджан Не-не-не, ни в коем или мере. осуждаю Армению. Я просто пытаюсь показать, прошу прощения за голос, пытаюсь просто показать, каковы ставки. А ставки очень серьезные. Потому что, во-первых, у Армении с Азербайджаном, если что, у меня еще нет мирного договора. Вот, в этом проблема. Да. У Армении с Азербайджаном нету границы, потому что она только демаркируется. И в процессе демаркации по 4 пунктам ситуация была выяснена, а 4 пункта по-прежнему остаются подвешенными. Мы же об этом знаем. Да. И мало того, у Армении с Азербайджаном очень непростая ситуация с точки зрения беженцев из западного Азербайджана. Западный Азербайджан для азербайджанцев – это та часть территории, которая теперь относится к Армении. Но в то же самое время я понимаю, что Турция с Азербайджаном вместе, развивая Зангезурский коридор, дают Турции возможность не только продавать идеи Великого Турана, что очень серьезно, но в том числе через Зангезур выйти на Каспий. Потому что Турция, как страна со своими экономическими отношениями, я говорю не об армии, как страна, которая проводит свою, пусть мирную экономическую экспансию проводит любая страна, и пытается найти общий язык в области энергоносителей, создания коридоров, логистических центров. Сейчас в рамках общей тюркских договоренностей о разработке месторождения Дост-Лук, о построении совместно с Туркменистаном транскаспийского коридора, что требует некого согласия России и Ирана, мы с вами об этом знаем, о создании и развитии системы Баку-Тбилиси-Джейхан, и это всего лишь навсего часть Срединного коридора. Вот все эти ставки, конечно же, крайне, я бы сказал, не просто влияют на контекст, потому что каждый пытается вытянуть свои собственные интересы. Армения пытается максимально сыграть на своей позиции. Иран очень боится, что его могут обойти, но мы знаем, что Иран сам обходит санкции тем, что фактически отправляет свои энергоносители в азербайджанскую трубу и таким образом может обходить санкции, потому что кто может разобраться, где молекула газа, которая добыта в Азербайджане, или где в Иране, или в Иране. И понимаете, тут вот рубить сгоряча и говорить, вот давайте вот эти правы, вот эти виноваты, я бы не стал бы никогда. Я как раз считаю только одно, что в столь сложном, запутанном, но, честно говоря, скорее всего, экономическом и социальном контексте страны не заинтересованы начать большую войну. И никто ее начинать не будет. Поэтому заметьте, когда Иран получил на свою территорию ракеты со стороны Израиля, он ответил ограниченно. И никакого взрыва не произошло. И в то же самое время, когда Иран ударил по американской базе, это не привело никакой агрессии США против Ирана, то есть наземной, широкомасштабной, даже к полету томагавка большому, потому что все крайне аккуратны к тому региону, где ключи от евразийских коридоров, где находится большое количество энергоносителей, и в существовании которых заинтересован весь мир. Поэтому, на мой взгляд, возвращаясь к проблеме Израиля и Ливана, я убежден, что господин Пшезикьян, тогда, когда заявил, а это было очень неожиданно, что он выступает за территориальную целостность всех стран, то есть фактически сделал некий реверанс в сторону, я бы сказал, большого блока стран. Это Турция, потому что недавно господин Эрдоган заявил, что признает Крым только в составе Украины. Это было сказано буквально на днях, относительно дня нашей с вами записи. В то же самое время я бы сказал, что у Реджепа Тайипа Эрдогана четкая позиция, представляя свою страну как страны-члены НАТО. Он никогда от этого не отказывался. Он намеренно сотрудничает с американцами в области создания ПВО, системы ПВО. Мы знаем, что сейчас идут очень тяжелые переговоры, связанные с С-400, их нахождение на территории Турции. И в то же самое время он никогда не отказывался от идеи вернуться в программу F-35, новейшего американского истребителя. Поэтому я бы сказал, что получается, Пшезикьян тоже неожиданно, уходя от близости с Россией, сделал некие заявления. Заявление сделано официально. Возникает вопрос, это игра, как дымовая завеса? Или он реально решил сказать то, что он думает сказать? Но насколько эта позиция согласована с Али Хаменеи,
и насколько эта позиция соответствует позиции КСИР, потому что КСИР, Корпус Стражей Исламской революции, как вы знаете, как специалист по Ирану, это вообще отдельная армия, существующая внутри Ирана, а еще там есть Аль-Кодс. Аль-Кодс, кстати, переводится... Спецотряд. Иерусалим. Да, Иерусалим, переводится с персидского это Иерусалим. И само название говорит, как они относятся к ситуации, связанной с Израилем. Поэтому, на мой взгляд, Пшезикьян стал играть скрипку независимого политика. Он пытается сделать реверанс в сторону Запада, чтобы вывести свою страну из-под санкций, из-под жестких санкций, в которых она находится. И с этой точки зрения он еще дал некий сигнал России, что Иран будет самостоятельным относительно России, и он требует, в момент, когда мы сейчас находимся на грани подписания совместного договора о сотрудничестве, о партнерстве, он требует учета всех своих интересов. Каких интересов, во многом с вами не знаем, потому что эти интересы могут быть сопряжены как с Каспийской экваторией, с месторождениями, с коридорами евразийскими. Это трудно очень сказать. Но в сухом остатке, на мой взгляд, Иран несколько снял свою руку покровительства с Хизбаллы. И я на своем собственном канале поставил информацию о том, что израильские некоторые организации уже планируют расселение своих колоннов по территории Ливана после того, как будет проведена наземная израильская операция. А это говорит, что они не боятся возмездия со стороны Ирана, на мой взгляд. Мгм. Ну вот на самом деле по поводу Пезешкиана мне зародилось еще больше вопросов, надо сказать, потому что многие предполагали, что все-таки господин Пезешкиан, который принадлежит к клану реформаторов, они, как правило, нацелены на, скажем так, смягчение отношений с Западом, главным образом с Европой, но все-таки будут какие-то предпринимать усилия, но так, чтобы резко рубить с плеча, конечно, мало кто мог себе предположить. В то же самое время вы совершенно справедливо подчеркнули по поводу влияния Али Хаменеи, потому что без его ведома там ничего быть не может. Все-таки он верховный лидер страны, Рахбар, как его называют еще на персидском. Ну и, конечно же, как вы совершенно точно определили по поводу Корпуса Стражей Исламской революции. Но меня волнует вот какой вопрос. Но получается, что ради сиюминутных экономических выгод с Западом Иран будет готов порвать, ну и, скажем так, нанести удар по отношениям с Россией, и я бы сказал еще с Китаем, потому что ведь Китай следит за всей этой ситуацией довольно так очень аккуратно, со стороны, и наверняка задает себе вопрос, но если Пезешкиан ведет себя так в отношении страны, которая ему дружественна, а Россия является дружественной страной для Ирана, то завтра не факт, что с Китаем также может произойти. Вы совершенно правы, тем более, что Иран является первым поставщиком пластмасс в Китае. Вот. И это очень серьезный вопрос. Мало того, не настолько все благополучно даже в Великом Туране, потому что турецкие предприниматели сейчас ставят вопрос, насколько им вообще необходимо сотрудничество с Китаем. Создание коридора «Один пояс, один путь», они поставили этот вопрос перед Реджепом Таyyипом Эрдоганом на заседании парламента, который был в Турции совсем недавно. Я об этом, так сказать, тоже, естественно, знаю немало, тем более, что меня всегда интересовал турецкий парламент, с учетом того, что там даже есть черкесская партия, с как черкесам имеют прямое отношение. Но разговор, наверное, таков. Выступил глава делового сообщества Турции, который сделал заявление серьезное, что на сегодня турецкие товары обеспечивают значительную часть европейского рынка. После открытия единого коридора «Один пояс, один путь», товары китайские, которые попадали в Европу спустя 4 недели, даже более, приблизительно 40 дней даже после производства, будут теперь попадать в Европу за 1 неделю, когда будет построен «Один пояс, один путь». А сейчас за 48 часов любой турецкий товар оказывается в Европе. То есть фактически китайский рынок перебьет и вышибет с рынка Турцию, турецкие товары. И турецкое деловое сообщество очень сильно озабочено этим вопросом. Они не видят для себя прямых интересов в подобной ситуации, я их понимаю. Это просто для того, чтобы понять, насколько вы говорите, это экономические интересы, которые решают судьбу континента, построение этого ансамбля, и в которые Эрдоган, что говорить, вложил все свои силы, всю свою политическую карьеру, вызывает вопросы даже внутри Турции, причем очень серьезных людей. Они открыто это высказывают. И Эрдоган, отвечая на эти посылы, сказал, что, мы даже задали вопрос, что наша страна, то есть Турция, делает в Африке и в Азии. И он ответил: вы, турки, должны быть мне благодарны, то, что я этим занимаюсь.
А ему даже ответили, там был такой резкий выпад был с места в турецком парламенте. Ну, вы это должны себя называть даже не турок, а османлы, потому что османлы — правильное название турка периода Османской империи, а турок по-турецки означает мужик. То есть такой простой человек, скажем так. Это известно. Это факт, да. Это любой человек, владеющий тюркскими языками, знает. Но разговор о том, что это, конечно, перепалка внутри одного своего лагеря про Иран. Иран, я не думаю, что будет играть скрипку Турции и Азербайджана, потому что для него это потеря своего собственного лица. Он всегда выступал оппонентом, штрейкбрехером относительно позиции Азербайджана и как бы уравнивал эту ситуацию, потому что у него наследственно с Турцией, естественно, не очень хорошие отношения. И эти отношения строятся, потому что было две империи, я думаю, что все заинтересованные люди знают, говорить здесь не о чем. Скорее стоит вопрос о России. Мне кажется, что Иран использует неким образом ситуацию сложившуюся, чтобы что-то выторговать в России. Внутри того договора, который сейчас разрабатывается и приходит к своему концу. То есть период разработки, который шел около 2 лет, вступил в терминальную фазу. Я напомню, что Анкара воевала с Россией, Российской империей 7 раз. Я посмотрел специальные источники, причем это очень тяжелая история, я бы сказал, и неоднозначная, включая 20 век, неоднозначная со всех сторон. И по этому поводу Иран, похоже, намерен вновь поставить России, выставить некий счет, что-то потребует взамен определенной своей лояльности. Может быть, речь идет о поставках чего-либо, я не знаю, каких-либо товаров, стратегических товаров. Мы понимаем, насколько России сейчас важно заручиться поддержкой, может быть, о научно-техническом сотрудничестве, потому что Иран обладает очень хорошей системой беспилотников. У них серьезные, сильные беспилотники, они их развивают со времен Ирано-Иракской войны. Это правда, да. И это где-то соответствует израильской фазе Ливанской войны. То есть они начали приблизительно в одно и то же время заниматься развитием своих беспилотников. У Ирана великолепное ракетное вооружение от ракет «Фатих», и включая ракеты... Да. И ракеты средней дальности, даже там повышенные, 2300 километров. Да, так точно. Александр Германович, вот я как раз перебью вас. Пожалуйста. Дело в том, что вот как раз пока мы с вами записываем программу, госсекретарь США Энтони Блинкен сделал официальное заявление. Вот что он говорит к вопросу сейчас о нашей дискуссии. Иран поставляет России беспилотники и ракеты, а Россия делится ядерными технологиями, космическими снимками. Это вот официальное заявление госсекретаря Блинкена. Я хочу отметить для наших зрителей, что и Москва, и Тегеран неоднократно заявляли о том, что нам Иран ничего не поставляет, никаких вооружений нет. И более того, нет никаких свидетельств того, что Иран нам поставляет какие-то там ракеты, беспилотники и все прочее. Это официальная позиция МИД России и МИД Ирана. Другое дело, что никто нам не может запретить кооперировать в сфере военно-оборонной промышленности. Это наше суверенное право. Если завтра Россия и Иран посчитают нужным кооперировать в этой сфере, мы разрешению Америки спрашивать, конечно, не будем. Но мы просто отсылаемся именно к официальной позиции нашего государства, и Иран об этом говорит, что ничего не поставляется. Хорошо, даже если, допустим, что поставляется, так ли это американцев пугает российско-иранская кооперация в военной сфере? Я бы сказал, что англосаксов эта кооперация пугает серьезно и опять наследственно. Фактически все те конфликты, которые завязались в зоне Южного Кавказа, завязались более 200 лет назад. Слава Богу, хоть решен вопрос с Карабахом, там все было запутано максимально еще в 18 веке. Но слава Богу, что хоть этот вопрос решен. Говорит, Восток дело тонко, я скажу так, Кавказ дело тонко. Кавказ более чем тонко. Это я сказал бы наитончайшее, это высшая математика. А с другой стороны, еще 200 лет назад стоял вопрос о создании из Петербурга до Индийского океана того самого вот этого пути, который, я не буду повторять банальности, сейчас привел в том числе, внимание, к мониторингу северной части Индийского океана, центром морского мониторинга силами иранского и российского военно-морских флотов. Центр уже создан. Он касается ареала региона города Чхабхар. Это уже Индийский океан и англосаксов, которые придумали себе теорию Индо-Пасифик. Их это не то, что не может не касаться, для них это вторжение просто в их узкие интересы и выход на Индию. Это геополитика. Это вопрос о том, что вы именно преподаете, поэтому мы к вам обращаемся за помощью, чтобы разобраться, как так-то. Конечно, получается опять Кавказ
тут как камень преткновения, потому что, естественно, если удастся разладить русско-иранский союз на уровне Южного Каспия, то тогда этот коридор не будет построен, а осталось очень мало. Осталось достроить железнодорожную ветку. Я напомню, что еще Вячеслав Молотов начинал переговоры с иранским шахом. Глава МИД СССР, для тех, кто не в знает. 30-е, начало 40-х годов, и были соответствующие диспозиции от Сталина для того, чтобы построить этот коридор Ленинград-Индийский океан. Поэтому, естественно, англосаксы к этому относятся крайне серьезно. Индия для них это просто их, я бы сказал, как они считают, наследственное некое, ну не владение, но ареал, который они хотят видеть в своей орбите. И говоря о сотрудничестве России с Ираном, военном сотрудничестве, ну, вы затронули еще один очень тонкий вопрос, потому что вы правы, любая страна вправе вести любое сотрудничество. Мы вот знаем, допустим, что Турция с Азербайджаном подписали Шушинскую декларацию. Они вместе работают в ряде областей беспилотников и имеют на это право. Но вот, допустим, Россия подписала с Ираном какое-либо соглашение. Как вы можете увидеть, что за беспилотники в данный момент разработаны, чья это технология? Вот именно. Это же невозможно. Конечно. И даже если вы возьмете корпус, он будет цвета российского триколора, и вы, допустим, увидите этот беспилотник, и он где-то упадет, вы его вскроете и покажете миру, что там есть, допустим, иранские части. Россия скажет, что я купила часть иранских частей, сделала сама то, что хотела, купила через ТикТок и имела право. Абсолютно, абсолютно. Вот То же самое делает Украина. Просто когда, вот именно, вот как раз к вопросу о том, что когда тут Запад обвиняет Иран в поставке, значит, вооружений России, и Блинкен, там, Боррель, глава европейской дипломатии, заявляет о том, что, ну вот, таким образом Иран становится участником российско-украинского конфликта, я хочу спросить, а то, что уже 2,5 года бесперебойно западная техника поставляется Киеву, тогда получается, по логике Борреля и Блинкена, я просто задаю вопрос, получается, что, значит, Запад участвует в конфликте, Запад всяческим образом пытается же отмежеваться от этого вопроса, считая, что никакого отношения к этому не имеет, он лишь поставляет беспилотники или там какие-то другие вооружения. Ну, господа, тогда давайте будем более последовательными. И еще раз я хочу отметить это для наших зрителей некоторых, особенно которые любят там все, знаете, внимательно так подсматривать, что ни Россия, ни Иран не будут у кого-либо спрашивать разрешения, потому что это суверенные страны. И тут я к вопросу просто воспользуюсь моментом, расскажу один такой деликатный момент. Тут начали на Западе некоторые эксперты говорить про то, что вот по ядерной сделке, видите ли, Иран не имеет права кооперировать с кем-либо, значит, в области военно-оборонной сферы, в том числе и с Россией. Значит, вот это, скажем так, не совсем последовательность, я хотел бы отбросить сразу в сторону. Никакого отношения ядерная сделка, подписанная в 2015 году, не имеет кооперации в военно-оборонной сфере. Никакого. Имеется в виду о ядерных технологиях, так мы ядерными технологиями не обмениваемся. Поэтому, а вы докажите, если на то уже разговор пошел. Я бы сказал, что ситуация, на мой взгляд, Фархад, еще более запутанная, ввиду того, что в эпоху Трампа, его президентства, как мы знаем, договор ПСВД, так называемая, да, ядерная сделка, да. Да, та самая ядерная сделка, он все-таки был фактически заморожен, если не расторгнут. И фактически расторгнут даже. Иран, в общем-то, освободился от любой необходимости что-либо соблюдать, и, казалось бы, может делать то, что он желает. Другое дело, что Иран, еще раз, как восточная страна, я стою и буду стоять на той позиции, что восточные страны договороспособны. Восточные страны, как правило, предпочитают худой мир доброй ссоре. Восточные страны, как правило, придерживаются текста договоров, которые они подписывают. В отличие от ряда западных стран, ну, я могу процитировать хотя бы Мадридскую конференцию относительно незыблемости границы Азербайджана и то, как Запад с этим обошелся, когда не могли добиться ничего азербайджанцы и так далее. Поэтому я бы сказал, конечно, Россия имеет право и будет делать с Ираном то, что она желает делать. Конечно, на мой взгляд, большой взрыв Ирана не выгоден даже Азербайджану, как ближайшему соседу, а выгоден, возможно, Ми-6, потому что британская разведка, конечно же, делает некую ставку на очень опасную логику. Это логика этнических раздоров между белуджами и персами, между персами и азеротюрками, между азеротюрками, персами и курдами, то есть между всеми теми национальностями, которые проживают на территории Ирана. И это опаснейшая тема, потому что этнически можно, естественно, взорвать любую страну, если постараться. Мало того, мы знаем с вами, какова развесовка внутри иранских вооруженных сил, этническая развесовка или внутри спецсил Ирана. И
принципе, мы знаем, каково этническое происхождение и Али Хаминеи, и Пшезекиана. Поэтому эта тема очень опасная. Я как раз ожидаю, парадоксально, наверное, что, наверное, Аятолла захочет удержать Пшезекиана от каких-либо опрометчивых шагов, именно исходя из того, что Аятолла сам по себе азеро-тюрок, и он не захочет, чтобы его обвиняли в какой-то, ну, скажем так, неправильной склонности к каким-то союзам, направленным против другой части своего собственного населения. Это вопрос внутренней иранской политики, который фактически имеет выход на политику международную. И я продолжаю не верить, что Иран пойдет на какие-то резкие шаги на Ближнем Востоке, потому что он сам сейчас достаточно все-таки в хрупком равновесии пребывает после ухода из жизни Ибрахима Раиси и Абдулхиана. Ему это невыгодно. Надо сначала добиться какой-то консолидации, дать новому президенту поработать на его должности, тем более, что внешняя политика находится целиком в руках Пшезекиана. И я все-таки напомню, что Пшезекиан, хотя давно уже политик, он работал в парламенте Ирана. И даже был министром здравоохранения. Партии, да, конечно, 20 лет назад. Министр здравоохранения, вы правы. Но все-таки изначально он врач, человек абсолютно другого профиля, не политолог, а с западным воспитанием. И это может привести к определенным эмоциональным всплескам человека, который только-только вышел на самый верхний уровень государственности. Поэтому я думаю, что здесь Али Хаминеи проявит определенную сдержанность, вот такую мудрость и спокойствие, и взрыва здесь не будет. А то, что Россия подпишет соглашение с Ираном, скорее всего, да. Я думаю, что оно будет не военный союз, это будет соглашение о партнерстве, о сотрудничестве и при определенных уступках со стороны России, которые добивается Иран. Ну, с чего-то надо начинать. Ну да. Ну вот как раз еще одна новость, которая только что упала на ленты информагентств. Коллеги из агентства РИА Новости сообщают, что Боррель, как раз глава европейской дипломатии, упомянутый только вот буквально несколько минут назад, встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и заявил о готовности к переговорам по ядерному досье. То есть Европа якобы заинтересована в возобновлении ядерной сделки. Верите в это? Ядерную сделку вы имеете в виду с кем? Вот с Европой, между Ираном и Европой. Между Что Ираном и европейцы Европой вернутся. Я понял. Между Ираном и Европой верю. Эта сделка выгодна Франции. Франция давным-давно заявляла, что она против американского вот этой трампистской жесткой линии замораживания договора с Ираном, фактически, так сказать, обмена мирного военного атома против, соответственно, поставок Ирану. Неужели Франция может выступать против чего-либо американского? Франция может выступать с точки зрения торговки. Ага. Она выторговывает себе большую, я бы сказал, зону коммерческую внутри западного блока, потому что американцы склонны относиться к Макрону пренебрежительно и к Франции пренебрежительно. Но Франция на сегодня все-таки обладает по-прежнему своим собственным стратегическим потенциалом, и во Франции нет ни одной американской базы. Это, конечно же, американцев ставит совсем другое положение относительно Франции, чем с Германией. Потому что Германии можно просто приказать в результате, если будет необходимо. Там 40 американских баз, и в счете вопроса не стоит. Там нет ядерного оружия, там нет космической промышленности, там не собирают истребители 5-го поколения, 4++, не делают других вещей. То есть, как бы Германия не пыталась быть локомотивом в Евросоюзе, все равно Францию ее перебешивает. А Фархат, она не может быть локомотивом по той причине, что, во-первых, сейчас экономика Германии уже не на крыле. Мы знаем о закрытии фактически Volkswagen и близко к этому Mercedes, то есть там минимизация всего и вся, но плюс к этому у Германии нет инновационных военных технологий, потому что ей это было просто запрещено. Заметьте, они не производят самолеты гражданские на своей территории, и военные истребители тоже не производят. Им это запрещено. Они были вынуждены даже произвести самолет на территории Швеции, Гриппен, который на самом деле переодетый немецкий самолет, но его пришлось производить в Швеции, потому что Германии запрещено делать военную промышленность. А вот эти панцири, вот эти все вот эти танки, леопарды и прочее, это как? Давайте посмотрим на Леопард. Леопард – машина старшего поколения, без автомата заряжания, из тяжелых сталей, с высоким боевым силуэтом, с двигателем, который не вытягивает такую большую массу на больших скоростях. Я бы не сказал, что Леопард – это та машина, на которой сейчас можно делать какую-то ставку. В отличие, возможно, от следующего поколения машин класса Абрамс, потому что Абрамс сейчас должен получить новое переиздание. Американцев об этом не просто разговоры, а они начали уже проектировать новый танк. Германия на это на сегодня не способна.
Я думаю, то, что Германия была, есть и останется сателлитом Америки с точки зрения поставки вооружений и в качестве армии, существующей при большом хозяине. Кстати, очень любопытно, это не отношения, допустим, Азербайджана с Турцией, которые выступают фактически на равных правах. Если у Турции сильная база вооружений, то у Азербайджана достаточно сильная промышленность и хорошо обстрелянная армия, между прочим. И получается, что это партнерские отношения. У Азербайджана хорошая экономика сейчас. У Турции мы знаем, что состав кофинансирования. И мы знаем, что турецкая экономика сейчас в плохом положении. Не в очень хорошем. Не будем никого ругать, не в очень хорошем. И это сочетается Но с жуткая инфляция тут уже очевидно. Жуткая инфляция, девальвация национальной валюты, да. рост безработицы официально только на уровне 9%, а по неофициальным данным 20%. А молодые люди уезжают из страны, так не показатель? Смотрите, есть такой индекс, называется военный индекс. Это соответствие населения мужчин, мальчиков в возрасте 53-59 лет, населению мужчин в возрасте 15-19 лет. Вот этот индекс, то есть на 1000 мужчин 53-59, в идеале должно приходиться 1000 мужчин в возрасте 15-19. Тогда это будет просто репродукция. Если индекс выше единички, то это расширенная репродукция. В Турции этот индекс составляет двойку. Всего лишь? Да. Нет, двойку, значит, что на 1000 мужчин 53-59 приходится 2000 мальчиков в возрасте 15-19 лет. А куда их деть? Молодое накопление. Понимаете, это очень серьезная проблема. И если брать страны Великого Турана, то еще интереснее ситуация в Узбекистане, Туркменистане и, собственно, Киргизии. Там 2,3, 2,4, это немецкие социологи почитали, есть большое исследование. У Азербайджана положение другое, у него европейское положение. Естественно, как у Венгрии, сейчас я просто брал отчетность стран ОТГ, у Венгрии 0,86, у Азербайджана где-то и к единичке приближается, или на уровне единицы, то есть там нет расширенного воспроизводства, но может быть 0,9-1,1, 1,2, то есть это в пределах нормы. Но Турция, ей надо куда-то девать своих молодых людей. И получается, что она сама выступает в роли, не просительницы, но интересанта относительно своих других партнеров по тюркскому блоку. А отношения Германии и США строятся на силовой политике Вашингтона, который фактически командует Берлином и заставляет его это делать. Это поэтому Эрдоган понимает, что все довольно так сложно, и он хочет вступить в Евросоюз, и надеясь на то, что Евросоюз ему поможет решить эти проблемы. Я бы приветствовал вступление Эрдогана в Евросоюз, потому что, на мой взгляд, естественным сбытом этого переизбытка мужского населения был бы Евросоюз. Это один из тех путей, который возможен. То есть, немцы это называют мирная колонизация, но мы знаем, что у них с репродукцией все плохо, а немецко-тюркское население продвигается, и в конечном счете, это политика Германии. Они официально на это пошли уже давно, почему бы и нет. Эрдоган это, конечно, учитывает на 100%. Да. Тем более, что Эрдоган никогда, как все-таки турок, человек турецкой национальности, не будет спокойно относиться к тому, что творится на Балканах или в Болгарии, потому что для него это традиционная своя сфера влияния. И я понимаю, почему. Это нормально. Александр Георгиевич, не могу у вас как раз не спросить про Францию, как мы затронули Макрона, а у кого, как не у вас, спросить именно про французский аспект, вы как человек без преувеличений, один из немногих в России, глубоко разбирающийся во Франции и знаете ее не по словам, а на деле, что называется. Я поэтому к вам и задам вам несколько вопросов, касающихся именно французского аспекта. Пожалуйста. Как раз сейчас тоже, просто у нас сегодня такая программа, она проходит прям в параллель, пока идет идут мероприятия в рамках Генассамблеи ООН. Как раз Пезешкиан, президент Ирана, встретился с Макроном. О чем говорили, пока неизвестно. Мы работаем в режиме реального времени, поэтому все новости, подробности вы уже можете прочитать на сайте нашего агентства вестниккавказа.ру. И соответственно, здесь какой момент возникает? Получается, что и Макрон, как к вашим словам, только что сказано почти что, тоже проявляет телодвижение по нормализации отношений с Ираном, видя, что Пезешкиан готов идти на какие-то компромиссы с Европой. Вы знаете, Макрон крайне давно уже проявляет такие движения души. Фархад фактически с эпохи президентства Трампа, как я и сказал, потому что Макрона интересует присутствие Франции на Ближнем Востоке, так как в тюркских государствах ему ловить фактически нечего, так сказать. Вы имеете в виду тюркских государствах во всех тюркских или только в Азербайджане? Смотрите, я понимаю, но дело в том, что на сегодня ОТГ
переросла рамки Тюркского совета. Это уже не Тюркский совет, это уже организация тюркских государств. Да. Я смотрел устав ОТГ, некоторые вещи меня очень волнуют, но это вопрос, как говорится, будущих обсуждений, дискуссий, посмотрим, во что они выльются. Но на сегодня ОТГ обладает субъектностью, то есть это субъект, это не объект. Стоит вопрос не только о совместных маневрах, но и о едином историческом учебнике для всех стран. Он фактически разработан для всех стран, входящих в ОТГ. Общее понимание истории называется. Мало того, это подчеркивается еще со времен Тюркского совета. Единая культура, единая цивилизация, общее понимание истории и, соответственно, общие корни. У ОТГ, конечно же, на сегодня есть, так как секретариат находится в Стамбуле, есть некая сочетаемость политических линий во внешней сфере. То есть, если Франция на сегодня не дружит с Азербайджаном, а я напомню, что Франция засылала шпионов в Азербайджан, они были арестованы, один человек сидит, как я знаю, 2 человек были высланы, это известная история. Проникли в метро, да? в туннель. Да, я знаю. То ясно, получили. Ясно, причем, что самое интересное, там везде, ну кто был в Баку, может быть, знает, там везде предупреждение, что вообще нельзя подходить к этим. Они знали прекрасно, они видели таблички, они дублируются на английском языке. И они начали проникнуть в туннель. Ну, понятно, они там сделали какие-то там красивые граффити, может быть. Ну, а зачем они в туннель проникли? Ну, это провокация. Однозначно. И, естественно, вот что это связано с созданием сети. Мы помним о том, что Алиев предупреждал Францию неоднократно. Мы знаем, что на заседании государств многих южных лиг, в том числе и стран ислама, в Алжире, это было на территории Магреба, Алиев Ильхам Гейдарович рассказывал, каким образом Франция угнетает народы и строит свою собственную политику. То есть это были сигналы. Франция им не вняла, и в результате возник вот этот шпионский скандал. Поэтому я понимаю, что та линия, которая исповедует, соответственно, Франция относительно Азербайджана, не может влиять, допустим, на Казахстан и на отношения Франции-Казахстан. Я могу это доказать. Когда Макрон прибыл к Касыму Жомарту Токаеву и пытался с ним проводить переговоры, то тот ему ответил, что любые проблемы, связанные с ураном, Макрону необходимо прежде всего согласовать с Москвой. И он сослался на то, что есть природный статус между Казахстаном и Россией по поводу добычи и обогащения урана. Да, есть такие торговые соглашения, есть договора о сотрудничестве, и Жомарт Токаев ответил все абсолютно верно, но Макрон уехал, как говорят в России, не солоно хлебавший, то есть он ничего не получил ровным счетом. Я убежден, что жесткая политика Франции относительно Азербайджана повлияла на, в том числе, позицию Казахстана. Там есть свои интересы, но Казахстан относится к Франции не так, чтобы сильно дружественно. Относительно попыток Франции влезть в Узбекистан и куда-либо еще, я даже не говорю, потому что, естественно, Франция себя очень отрицательно ведет в плане России в настоящее время. У Узбекистана свои соглашения с Москвой, в том числе в области общей безопасности, проблемы афганской границы, которая там очень сильно недалеко, поставки наркотиков, то есть там есть совместная линия. И поэтому получается, что Франция может строить свои отношения с Ираном в пику тюркскому миру. То есть она будет идти в Армению, где она уже находится, она поставляет Армении оружие, мы все это знаем, она дает Армении денег, и мы знаем, какие стройки сейчас идут в Ереване на французские спекулятивные средства. И Франция пытается залезть в Иран и повлиять на Иран, тем более то, что мы знаем, что в момент ухода Шаха от власти там было много связано с Парижем. Там приезжал человек из Парижа, так сказать, первого аятолла. Хомейни как раз из Парижа. Да, именно, так сказать, вот и уезжал из Парижа. И то же самое касается Шаха свернутого, там бегал, так сказать, по Елисейским полям. Поэтому это все хорошо понятно. Это политика, как говорится, ответа. Политика, связанная с желанием, как-то, на мой взгляд, навредить единому блоку. Франция лишняя на Кавказе, и она, хорошо понимая это, пытается влезть, извините, в любую дыру, которая для нее открывается. Будь то Иран, будь то что-либо еще, у нее есть свой экономический интерес. Франция не хочет остаться в стороне от этих колоссальных евразийских потоков, и грузовых, то есть поставок товаров, и энергетических, которые сейчас в районе Южного Кавказа и Южного Каспия организуются прямо на наших глазах. И засев в Армению, засев в Иран, Франция думает влиять на эти потоки и тоже получить свой кусок пирога. Но я убежден, что, во-первых, Пшезикьян не в состоянии решить эти вопросы без Хаминеи, и, во-вторых, вряд ли Хаминеи будет так сотрудничать с Францией открыто,
и вопреки своим интересам. Потому что интересы Хаминеи все равно остаются на Ближнем Востоке. И так как пока, слава богу, большой войны не наступило, я убежден, что есть даже какие-то договорные площадки между Ираном и Израилем через третьи страны, и что на 100% неким образом гармонизация позиций идет. Пусть медленно, пусть болезненно, но идет. А Франция здесь играет роль возмутителя спокойствия. Она хочет любыми путями сыграть на конфликте. Поэтому я думаю, что это будет нерезультативно. Я про политику Пашизакяна. Продолжая тему Макрона, Александр Георгиевич, президент Франции как раз буквально пару дней назад заявил, вот я в начале этой программы, нашей сегодняшней программы я уже это отмечал, что в какой-то момент Европе необходимо будет переосмыслить отношения с Россией. По словам французского президента, необходимо задуматься о мире в Европе завтрашнего дня, с учетом того, что Европа, как он говорит, не ограничивается Евросоюзом и НАТО. Он также призвал к построению нового мирового порядка, поскольку нынешний порядок, который был задуман в конце Второй мировой войны, неполноценен и несправедлив. Значит, в июне 2022 года, хотелось бы отметить, Макрон отмечал, что западным лидерам не следует унижать Россию, чтобы после прекращения боевых действий на Украине можно было найти дипломатическое решение. Конфликт тогда в Киеве были очень возмущены этими словами, но тем не менее Макрон их не опровергал. Александр Георгиевич, он что, нащупывает почву? Я бы не сказал, Фархад. На мой взгляд, Макрон ставит дымовую завесу, потому что у него на сегодня фактически нет возможности, как и на Макрону, договариваться с Россией. Он фактически проиграл все свои ставки. Человек, он с проститутской позиции, извините за резкое суждение. Я могу это доказать и по Ближнему Востоку, потому что Макрон через ТНК «Тоталь» предлагал Сакару, транснациональной корпорации нефтегазовой Азербайджана, 35 миллиардов евро за право вернуться к разработке месторождений и участвовать снова в ансамбле, в экономическом ансамбле в Азербайджане. Азербайджан на сегодня это отверг. Я знаю, что никакого там хорошего ответа нет. И Макрон, я это просто привел в качестве примера, готов залезть в любую дыру и отрицать сегодня то, что говорил вчера. Вот это и странно, потому что еще буквально пару месяцев назад он заявлял о том, что надо будет и войска отправить, надо будет и НАТО втянется, а тут он начал... Смотрите, он реально отправил туда войска, Фархад. И он может говорить все, что угодно, допустим, смотрите, Азербайджану, но он проводит милитаризацию Армении. Он может все, что угодно говорить России, но у него как минимум 3 войсковых единицы, выходцев из этих единиц, военнослужащих Франции, находятся на территории Украины. Это 1-й полк ВДВ Франции, это 2-й полк иностранного легиона, и это 13-й полк драгун-парашютистов силы специальных операций Франции. У меня эти сведения от моих французских информаторов. Я могу сказать, что косвенно русские офицеры и Генштаб об этом знают, потому что находят и соответствующие нашивки на поле боя французские. И, насколько я знаю, там вопрос стоял при пленении некоторых людей. Я уж не знаю их судьбу, я не обязан знать. Но разговор о том, что Макрон на самом деле говорит обратное тому, что делает. Он поставляет оружие Украине, он высылает туда своих диверсантов, он проводит обучение армян и милитаризирует Армению в том числе. И когда он что-то заявляет, он фактически ставит дымовую завесу. Для меня нет независимого Макрона. Для меня есть Макрон, который предает интересы Франции и служит Америке. Но фактически служит ей беззаветно, но понимая то, что Франция, как страна, не согласна во многом с своим президентом. Допустим, я вам сейчас покажу, у французского капитала абсолютно другой подход к ситуации, чем у президента Франции. Французский капитал присутствует на территории России в лице Ашана, колоссальная корпорация продуктовая, она не ушла. Французский капитал присутствует здесь в лице ОБИ, очень крупная компания, опять-таки. Франция заморозила свое участие, я про фирму Рено, в различных проектах автомобильных, но она не ушла, она заморозила. И я бы сказал, что у Франции продолжается, хотя ограничено, атомное сотрудничество с Россией, которое ей крайне выгодно, потому что французская атомная промышленность строится во многом на русских разработках. Это известно, и это никем никогда не опровергалось. Поэтому французский капитал давит на Макрона и заставляет его изображать при помощи вот этих бесконечных словоизлияний не то, что он делает на самом деле. А на самом деле он высылает иностранный легион, потому что иностранный легион подчиняется только президенту Франции напрямую, без Генштаба, это известно. Он проводит диверсионные операции, он поставляет оружие, и дошло до того,
что Макрон решил поставить при согласии президента Азербайджана боевые машины «Бастион» на территорию Армении. То есть он говорил, что этот вопрос надо согласовать с президентом Азербайджана через президента Грузии. Я знаю, что был такой трагикомический эпизод, когда Зурабишвили брала на себя ответственность договориться с Алиевым по поводу того, чтобы поставить через, фактически свою территорию машины «Бастион», броневики Армении. Естественно, ответ Баку был: а нам это зачем? Чтобы Армения вооружалась? Да нет, вы не понимаете, такие броневики, они совсем не броневики, они просто похожи на броневики. Просто похожи. Что там? Вы не думайте, это не танк, это так, такой маленький танк, французский танк, да, с камамбером. Поэтому, понимаете, Хитро. французы такие рептилоиды, что другого слова, наверное, не заслуживают, я бы сказал бы так. Вот как. Александр Георгиевич, вопросов у нас много, а времени, к сожалению, остается не так-то и много. Времени, кстати, остается мало. Александр Георгиевич, кстати говоря, на полях Генассамблеи ООН в Турецком доме прошла встреча президента Турции Эрдогана и премьера Армении Пашиняна. Все это оценили как шаг того, что Еревана к нормализации отношений с Турцией. Верите в то, что отношения между Арменией и Турцией в ближайшее время будут улажены полностью? Вы знаете, я считаю, что Пашинян сделает максимально, чтобы это произошло так, потому что Турция этого хочет. И Турция хочет, Турция много раз, в принципе, давала сигналы Армении, что надо каким-то образом регулировать отношения. Я считаю, что линия Пашиняна направлена в сторону мирного сожительства с тюркским миром. Он к этому стремится, но стремится к этому настолько, я сказал бы, послановие, настолько неосторожно, что это может вызвать взрыв внутри Армении, уже вызывает. Потому что фактически в Армении это воспринимается как отказ от независимой армянской линии многими. Что Никол Ваваевич постоянно беседует с Ильхамом Гейдаровичем, а это фактически беседует уже с Эрдоганом, потому что, естественно, оба президента, президент Турции, президент Азербайджана, каким-то образом гармонизируют свои шаги. Хотя это две суверенные страны, как Россия с Белоруссией, тоже гармонизируют свои шаги, когда что-то делают на внешнем рынке. Конечно. У каждой есть свое лицо, мы знаем о различии позиций, но, как правило, это не просто дружественные страны, это братские страны, Россия, Беларусь или Турция, Азербайджан. Поэтому, конечно же, эта встреча, о которой вы сейчас сказали, может вылиться в ускоренную демаркацию границы между Азербайджаном и Арменией, заключение мирного договора. И после этого началом серьезных переговоров об урегулировании отношений Армении и Турции. Я знаю, что Армения считает, что может привести к окончательному включению Армении в орбиту тюркских государств. Но это армянская проблема, и я в ней разбираться не буду. Кстати, главы МИДа Армении и Азербайджана встретятся с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Нью-Йорке. Это тоже стало сегодня известно. Значит, Арарат Мирзоян, Джейхун Байрамов пройдут встречу с главой американской дипломатии, и уточнил, что представитель азербайджанского дипведомства уточнил, что встреча пройдет по инициативе Блинкена. То есть, что американцы пытаются лавры на себя перетянуть, чтобы они там урегулировали? Естественно, потому что покой не дает Московской декларации и окончание Второй Карабахской войны, потом была, естественно, Третья победоносная. То есть триггерит до сих пор их? Я считаю, что да. Я считаю, что, конечно же, Америка сейчас мнит самым главным вершителем судеб на Кавказе. Потому что они так себя оставят. Кстати, у американцев начались уже маневры, в том числе и с армянами. И я даже ставил на свой канал фотографии братания армянских и американских солдат. Кстати, это уже происходит не первый, а второй год подряд. Поэтому я, опять-таки, вот этим не удивлен. Другое дело, что американцы несколько не понимают кавказский контекст, на мой взгляд. Потому что это вот вопрос, который я всем задаю, кто кем вертит. Вот это хвост собакой, собака хвостом. Они считают, что они используют Эрдогана, но я не исключаю, что Эрдоган идет, казалось бы, на поводу у американцев, на самом деле никого не идет на поводу, ни у России, ни у американцев. Он, прежде всего, турок, он, пусть Османлы, не знаю, я напоминаю, как бы это было сказано в турецком парламенте, он защищает интересы своей страны, пытается ей найти сбыт, дай Боже, что это был не агрессивный, не военный, а экономический сбыт, и я понимаю его позицию. Занимая позицию в своей стране, надо понимать, какую позицию занимает этот человек. Он не обязан быть другим. Он чистый турок из пригорода Стамбула, он таким и будет. Поэтому, исходя из этого, я бы сказал, что у Америки нет будущего, как у Франции на Кавказе. Скорее, их могут использовать те или иные стороны в своих интересах, а потом по-любому народы Южного Кавказа скажут свое решительное слово, насколько я это понимаю.
Но в любом случае, конечно же, не будем недооценивать Запад. Вообще, я говорю, да в целом. Почему? Потому что они ребята, которые работают, как многие говорят политологи, стратегически. И я так понимаю, что какой-то план они все равно додумали. Я так понимаю, что у них есть на всякий случай вариант А, Б, С, если вдруг вариантом А не получится, на Б перейдут и так далее. Фархад, я считаю, что Запад всю свою жизнь все отношения решал только войной. Потому что путь, если вы посмотрите историю, я ничего не придумаю, но с эпохи крестовых походов и ранее путь Запада – это путь войны. 1000 лет назад. Это тот самый Дар-эль-Харб. Мгм. Ничего другого никогда не происходило. Я просто говорю всем, и христианам, и мусульманам. Я говорю, ну откройте глаза. Относитесь ли вы к христианскому миру, относитесь ли вы к уме. Никогда никаким путем другим Запад не решал вопросы. Запад всегда обманывал и всегда воевал. От Японии, простите, от Южной Азии, от Ближнего Востока. Все решается только войной. Они против любых договоренностей. Договоренность – это временная ситуация перемирия, что начать еще больше войну. Я бы сказал так. Конечно же, соседи не выбирают, но сосед бывает ближе, чем брат, потому что с братом можно разъехаться, а сосед будет соседом и сегодня, через 50 лет. Это старая истина, она известна. Поэтому мы все, конечно, не подарки, как говорится, в международной политике и жизни. Но в любом случае Ближний Восток договаривался и будет договариваться, а вот основной план англосаксов и всего Западного блока – это устроить большую войну, а потом с этой войны стричь купоны оборонными заказами, энергоносителями, всем тем, что потом туда придет. И если удастся насолить Китаю, это замечательно. И если они взорвут Турцию, то это будет очень даже симпатично для них, и почему бы и нет. Их совершенно не интересует будущее Азербайджана, потому что просто почему они будут этим интересоваться, их интересует только прибыль, только выгода. Они не строят долгосрочных геостратегических каких-то планов, кроме как внутри своей части мира. Ну и если мне не верят слушатели, я просто вам предлагаю посмотреть, как они обходятся с теми же самыми немцами, которые им гораздо ближе, чем турки, чем азербайджанцы, чем русские. Чем все многие остальные. И кто бы там ни был. Вы видите, что они делают с французами. По этому поводу, на мой взгляд, чем мы дальше от них отстоим, тем, в принципе, для всех народов Центральной Азии, России и Ближнего Востока лучше, как я понимаю. И вот как тут не вспомнить известного теоретика по геополитике Хелфорда Маккиндера про сердце Евразии, про Хартленд. Ну, конечно, естественно, они стремятся в Азию и стремятся военным путем, чтобы командовать миром. Американцы в эпоху Мэхана, адмиралы, потом развили теорию своего острова, то есть на их острове будет мир, весь остальной мир, весь глобус будет в войне, и будут идти караваны с энергоносителями, с мозгами, с женщинами, с товарами к ним туда, в Америку. Это их хрустальная золотая мечта, это понятно. Вот так они и работают, и живут. И, собственно говоря, как они говорят, бизнес, ничего личного. Конечно. Все очень просто. Александр Георгиевич, время нашей программы сегодня истекло, подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы к нам сегодня пришли и досконально ответили на все интересующие вопросы. По многочисленным просьбам наших зрителей мы сегодня с вами эту программу записали, потому что я вам скажу, что предыдущая наша передача, записанная еще в августе этого года, вызвала такой достаточно необычайный шквал эмоций позитивных главным образом. И, конечно же, зрители нашей программы и агентства «Вестник Кавказа» с большим нетерпением ждали очередного выпуска программы «Окна» с вашим участием. И вы сегодня, как всегда, блистательно и просто досконально и превосходно ответили на все наши вопросы. Спасибо. Благодарю, Фархад. Мне очень приятно иметь с вами дело, как ведущему, в особенности в стенах этого замечательного заведения, потому что это дает, мне кажется, людям понимание, что есть Кавказ. Это точно. Я, кстати, абсолютно убежден в том, что зрители, смотря нашу сегодняшнюю программу, еще лучше будут знать о текущей международной повестке и о тонкостях мировой политики, в которых кроется завеса много чего интересного и скрытного. Возможно, для вас непонятного, но с сегодняшнего дня вы будете знать это гораздо лучше. Александр Георгиевич, огромное спасибо. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Окна». У нас сегодня был в гостях профессор дипломатической академии Министерства иностранных дел России, военный эксперт, политолог, кандидат наук Александр Германович Артамонов. Телеграм-канал Артамонов Оборона России. Подписывайтесь на телеграм-канал нашего гостя, телеграм-канал Ибрагимов, телеграм-канал Вестник Кавказа, Вестник Кавказа на YouTube, Рутуб платформах, а также на площадке ВК-видео. На всех этих платформах вы можете бесперебойно смотреть нашу передачу. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.